Только мы с вами успели поговорить о том, как государство, которое вроде бы преуспевало на войне, принялось везде и всюду искать любые деньги, как случился до анекдотичности показательный сюжет. Владимир Путин собрал приближенных олигархов и сообщил две вещи. Во-первых, воевать будем неопределенно долго, а во-вторых, надо бы на это дело скинуться. Сообщается, что светлая эта мысль была подсказана главой Роснефти Игорем Сечиным. Действительно, для такой оригинальной идеи ведь непременно нужно больше одного человека. Также мы знаем как минимум об одном доноре. Сулейман Керимов готов пожертвовать 100 миллиардов рублей, больше миллиарда долларов. Это действительно поразительная история о том, что при таком режиме, как наш, со сломанными правилами, с разрушенным законом, с узурпацией власти, при таком режиме просто невозможно преуспеть. Даже те, кто думал, что при нем страшно разбогател, на самом деле ничего не получили. Сейчас мы понимаем, какую цену за несметные богатства предполагалось заплатить в рамках нашего режима. Помните все эти разговоры, мол, взамен замороженных в Европе и Штатах активов наша элита получила возможность бесконечного обогащения на войне? Допустим, какие-то циферки на банковских счетах наших богатейших граждан и впрямь изменились в положительную сторону. Если богатство определять таким способом, длиной записи в десятичной системе, то да, на всех этих дронах, на жульническом импортозамещении, на захвате собственности ушедших компаний все эти граждане действительно стали бы богаче. Но с этой точки зрения самые богатые люди живут в Иране. Там все вообще миллиардеры, ведь миллиард реалов – это примерно $760. Если богатство определяется цифрами, то граждане Зимбабве вообще поставили исторический рекорд. Было время, когда 100% тамошнего населения были мультиквинтиллионерами. Но представляется, что богатство определяется чем-то другим, хоть какой-то возможностью деньгами распорядиться. Куда-то их инвестировать по собственному разумению, красиво их потратить, завещать их своим детям, употребить так, как заблагорассудится. В случае российского олигархата деньги не совсем настоящими стали уже давно. Как минимум со времен дела ЮКОСа российскому крупному бизнесу однозначно дали понять, что они никакой не бизнес, а государственные служащие. Что не имеет значения форма собственности. Президент государственного РЖД ничем не отличается от владельца частного большого предприятия. Только Путин решает, кто и чем владеет, кому и что позволено купить, кому и куда можно инвестировать. Это даже не секрет, что любые слияния, поглощения, любые перемещения активов на суммы от сотен миллионов долларов и выше, любые сделки со значимыми активами одобряет или запрещает лично Путин. Если на любые инвестиции в масштабах больших, чем новый магазин открыть, вам нужно чье-то разрешение, то деньги на вашем счете уже не совсем ваши. Деньги эти того, кто дает разрешение. И началось это совсем не вчера. Уже почти четверть века российский бизнес – это номинальные держатели активов, которые остаются таковыми до тех пор, пока у Путина хорошее настроение. В авторитарной системе любой бизнес, особенно крупный, частным является весьма условно. Но с началом войны изменилось одно важное обстоятельство. До начала войны российский олигарх мог стать действительно богатым человеком путем вывода своих активов за рубеж. В момент, когда твои деньги оказываются на счете в швейцарском банке, в кипрском офшоре, в иностранных ценных бумагах, в недвижимости где-то на французском побережье или в Лондоне, деньги, собственно говоря, наконец-то начинают своему названию и прямому назначению соответствовать. Их можно инвестировать, не спрашивая ни у кого разрешения. На них можно купить футбольный клуб. Они защищены законом и судом. Никто вроде как не может прийти и их отобрать. Их можно оставить детям, в чем, собственно говоря, и заключается функция больших капиталов. Они должны переживать своих владельцев. С началом войны вот эти все настоящие деньги испарились. Остались на заблокированных счетах, в замороженных активах и арестованной недвижимости. Перспективы вернуть все это или хотя бы часть из этого, или перспективы получить вновь возможность все это купить хотя бы, аккуратно говоря, призрачные. И чем дольше идет война, чем дольше Путин сидит на своем месте, тем более призрачными они становятся. В итоге у российской так называемой бизнес-элиты остались вот те самые сугубо абстрактные цифры на российских банковских счетах. Цифры, которые настолько же щедро им государство нарисовало, и при помощи все тех же военных расходов
насколько легко все и заберет обратно. Обратите внимание, как вообще освещалось дело Александра Галицкого, которого не следует путать с основателем «Магнита» Сергеем Галицким. То, что огромный бизнес отобрали у важного человека из Альфа-групп и объявили экстремистской деятельностью, обсуждали через запятую с прочими новостями. Многие вообще даже и не знают, что это случилось. Потому что такова уже сложившаяся как минимум года за 2 практика. 2 года, ровно с момента последних выборов Путина, прокуратура регулярно ходит в суды и обнуляет там права собственности. За это время правовой арсенал прокуратуры заметно вырос. Сначала речь шла о неправедной приватизации, как, например, в случае с Маквой. Потом в ход пошло коррупционное происхождение активов. Теперь на новом этапе стандартной практикой стало объявление коммерческой деятельности экстремизмом. Вот так ровно и произошло с Александром Галицким. Ну, вообще, это детали. Важно не то, какой юридической покрышкой все это дело прикрывается. Важно, что это больше не сенсация, не единичные случаи, которые можно было бы списать на какие-то индивидуальные обстоятельства. Это просто обычная практика. Государство превращает своих номинальных миллиардеров в нищих за несколько дней. Не надо фабриковать сложные уголовные дела, устраивать кампанию травли в СМИ, выдумывать основания неправедного происхождения активов даже не надо. Все свелось к чисто технической процедуре, которую прокурор выполняет, не выходя из кабинета. Да, Александр Галицкий очень нехороший человек. Он заказал уголовку на собственную супругу, в результате чего она покончила с собой в СИЗО. В нормальном правовом режиме за такие фокусы заводят уголовное дело на десятки томов и сажают всех причастных на большие или небольшие сроки, в зависимости от того, что они в этой истории сделали. Но здесь не было никакого уголовного дела, никаких сроков и вообще никакого разбора произошедшего. У Галицкого просто все забрали. Поэтому, когда Путин собирает вокруг себя олигархов и говорит: «Будем, дескать, воевать, давайте деньги», нет ничего удивительного в том, что они с деньгами этими настолько легко расстаются. Почему Сулейман Керимов широким жестом отсыпает больше $1 миллиарда? Потому что это не настоящие деньги. Неважно, на чем он их заработал. Неважно, что победил Кадырова в битве при Вайлдберрис. Важно, что бабки эти абсолютно некуда девать. В нормальные защищенные активы их все равно не превратишь. Кому-то их передать, завещать, спрятать – это утопические совершенно фантазии. Бабки просто есть и есть, до тех пор, пока до Керимова и прочих участников закрытой встречи с Путиным не дойдет очередь. А она дойдет. По мере сокращения свободных денег и роста издержек от войны, список своих и неприкосновенных будет постепенно сокращаться. Таким образом, единственная функция этих страшных миллиардов на счетах в том, чтобы купить себе время. Ведь если ты стал первым, кто откликнулся на путинский призыв раскошелиться, если стал в этом деле самым щедрым, то, наверное, в какой-то полумистической логике купил себе некую отсрочку того дня, когда уже ты станешь участником экстремистского объединения и заберут уже у тебя все безо всяких вопросов. Логика эта довольно наивная. Если мы посмотрим на список олигархов, уехавших в СИЗО и обобранных за 2 последних года, то никаких диссидентов мы там не обнаружим. Почти все в «Единой России» состояли, почти все ринулись рисовать себе букву «З» на лбу. Все они давно под всевозможными санкциями, все ручкались с Путиным, состояли в положенных советах и организациях, все давали деньги, на что прикажут. Никому это не помогло, ни над кем не смилостивались за их прежние заслуги. Никому в зачет не пошли их страдания от зловредных недружественных стран. Всех обобрали до копейки и как зовут не спросили. Это должно намекать, что спонсорство войны и возникновение спецназа ФСБ на твоем пороге – это события между собой никак не связаны. Но на то она и полумистическая логика. Когда нет никаких совсем гарантий, жертвоприношение – это, видимо, лучше, чем ничего. Теперь $1 миллиард – это даже не дворцы, яхты и самолеты. Это цена чуть более крепкого сна. Цена, за которую ты покупаешь ничем не обоснованное ощущение, что за тобой придут не первым. Война эта стала великим уравнителем. Кому-то могло вначале показаться, что она сработает так, как всегда работают кризисы в авторитарных системах. Бедные станут беднее, часть из них умрет,
а количество миллиардеров и их совокупное состояние только вырастет. Номинально так оно и случилось. Номинально взамен утраченных зарубежных активов на финансовую элиту пролился водопад бюджетных денег. Хапали они как не в себя. Но теперь путинский олигарх покупает за $1 миллиард ощущение, что стало поспокойнее. То, что обычный гражданин купит за 44 рубля в аптеке в виде настойки корня валерьяны. Это удивительная даже для такого, как наш режим, ситуация, когда вообще невозможно выделить какую-то группу людей, которая от происходящего выигрывает, у которой от войны что-то улучшилось. Даже к тем, у кого временно улучшилось, у кого выросли доходы и активы, государство возвращается, чтобы забрать то, что они успели ошибочно посчитать своим. Даже люди, на ком, по идее, весь режим держится, вынуждены очень дорого покупать мнимое спокойствие свое. Обычный гражданин в кои-то веке оказался в более выигрышном положении, чем российский список Forbes. Да, обычного гражданина тоже раскулачивают на войну, пусть и опосредованно. Через налоги, сборы, акцизы, штрафы, пошлины. Но у обычного гражданина, с которого не особо есть чего взять, гораздо больше шансов не попасть в мясорубку и сохранить то немногое, что у него имеется, пока режиму не придет конец. Обычный гражданин хотя бы не на виду и не смущает излишним своим благополучием чекиста и прокурора. Вообще говоря, в таких режимах, как наш, все должно быть устроено иначе, как было устроено до войны. Закон не работает ни для кого, но элита защищена персональными привилегиями. Элита должна зарабатывать на любой политике своего вождя и должна быть защищена его же волей. В этом ценность вождя. Он дает возможность обогащаться и защищает нажитое от реалий собственного режима. Если тебе позволено сидеть рядом с Путиным, то никакой прокурор и никакой судья тебе не страшен. Но сейчас выходит все с точностью да наоборот. Членство в путинском олигархате – это уникальная возможность отдать все, что у тебя есть, пока это не забрали силой. Какая разница, сколько тебе приносит близость к государству, если то же самое государство ожидает, что ты это потом отдашь обратно? Причем даже если ты переусердствовал и отдал больше, чем брал, это вообще не гарантия личной свободы, не говоря уж о собственности. Очень интересно, конечно, наблюдать за людьми, которые своими руками строили и поддерживали этот режим, которых абсолютно устраивало отсутствие закона и суда, ведь благодаря этому они обогащались, которых устраивала узурпация власти, ведь близость к единственному вождю была их главным активом. За людьми, которые искренне полагали, что вечно смогут обманывать мироздание, осваивать Россию вахтовым методом, зарабатывать на беззаконии дома, а держать прибыль где-то подальше, в безопасности. Теперь же оказывается, что так не работает. Оказывается, рано или поздно ваш драгоценный вождь решит, что ему больше нет никакой нужды вас обогащать, что у него есть большая историческая задача. Рано или поздно он разлюбит вас и влюбится, например, в войну. И для войны этой все, что вы там успели заработать, станет просто расходным материалом. До завтра.